Всем привет, друзья! С вами Гришанова Лайф, и мы на пивном фестивале. Пивной фестиваль в 2020 году проводится с 1 по 6 сентября, это со вторника по воскресенье. Я сюда приходила 1 сентября, и из-за того, что погода была дождливая и такая какая-то непонятная, народ был не очень много, а сегодня просто толпы, все столики заняты. Мы с вами сейчас пройдемся, посмотрим вообще, как устроен этот фестиваль, какие здесь есть ништяки, чем люди закусывают, что выпивают. Может быть, даже удастся с кем-то поговорить. Со мной сегодня будет здесь моя подруга Ники и мой муж Дима, может быть, еще какие-то ребята присоединятся. Короче, должна быть интересная тусовочка. Вот, посмотрим, как все получится. Ребята, хочу сказать сразу, это видео не про дегустацию пива и описание вкусов. Здесь я просто хочу показать вам венгерский фестиваль пива, как он устроен и на какие пивоварни стоит обратить внимание, чтобы ваш приезд в Венгрию вы знали, что пробовать. Билет на фестиваль – это вот такой стакан. Купить его можно в любом домике, который продает пиво на этом фестивале. Каждый год стаканы разные, естественно. И у меня уже коллекция таких стаканчиков. У меня уже 3 стакана с пивных фестивалей, потому что я 3 года подряд приходила сюда. Территория фестиваля разделена на 2 простые зоны. Вокруг площади расположились домики с пивом и едой. В центре площади много столиков, где все это можно дегустировать, общаться и в целом наслаждаться фестивалем. Здесь есть как и традиционная венгерская классика, типа Дрехера, Шопруна. Вот, кстати, Шопрун сейчас прямо позади меня находится. Также здесь есть интересное крафтовое венгерское пиво. И, боже мой, спасибо большое, просто огромнейшее моим питерским друзьям, которые 2 года назад, кажется, объяснили мне, что такое крафтовое пиво. И я в него, конечно же, влюбилась. В Венгрии оно просто потрясающее. Итак, пойдем смотреть, какое пиво предлагают попробовать на этом фестивале. Да, начнем же нашу экскурсию по пивному фестивалю, и начнем мы ее с First Craft Beer. Это очень классный пивной ресторан и очень классный пивной бренд крафтового пива в Венгрии. Его рестораны находятся в 7 районе. Это 2 ресторана, насколько я сейчас помню, и у них очень-очень много разного своего пива. И моя рекомендация здесь – это Tropical IPA. Она такая фруктовая, но это не то приторно-сладкое фруктовое пиво, которое обычно берут себе девчонки, так скажем. Вот, начинается цена от 500 форинтов, но, в общем, за 600 форинтов вы можете купить 2 децилитра, 200 миллилитров. Дальше, Моньо. Это венгерский крафт. Очень классный. И просто посмотрите, какая очередь стоит в Моньо. Вообще. Самое классное пиво у Моньо, которое я пробовала, это American Beauty, Flying Rabbit и Fat Cat. Пиво у Моньо не только классное по вкусу, но и еще отличается яркими этикетками с прикольными персонажами. Еще одна любимая моя пивная компания – это, конечно же, Mad Scientist. У них просто офигенное пиво, которое они прямо вот здесь и показывают. Mango Bay – это тропическое пиво с офигенными нотками ананаса, манго и всего прочего такого. И с представителем Mad Scientist мне удалось немножко поговорить. Hi, my name is Tom. I work with my best mate, Joat, at Beer Brothers, located in the city center of Budapest. We started approximately more than 3 years ago. It's a craft beer bar. We sell a bunch of beers, different breweries, mostly from Mad Scientist. It started around 5 or 6 years ago. Everybody knows everybody, and it's like a huge friendship between the breweries and the bars. Nowadays it's a really widespread thing. A lot of people drink craft beers, maybe less than who drink normal beers, but it will in the future, I think. It will be better. What is the future of craft beer in Hungary and in the world as well? Will it replace such huge companies like Sopron and Dreher? Most of the people like these huge breweries because they are cheap, but who wants to drink quality beers, they're gonna choose the craft beers. First of all, the quality, the hops, the second one, and the third one is much more choices when you choose craft beers. Fruit craft beers, sour, sweet. What is your favorite beer? My favorite beer is the Mango Bay because it's fruity, and Jam 72, one of the best IPA was in Hungary.
Пивной фестиваль проводится в Венгрии ежегодно, так что все то, что я наснимаю, покажу вам в этом году, пригодится вам и в следующем году, и в следующем году. Короче, информация такая на все времена, так скажем. Я не думаю, что будут прям сильно меняться какие-то пивные бренды. Скорее всего, может быть, будут добавляться какие-то новые, но не думаю, что прям много. Поэтому в целом, если вы посмотрите это видео и приедете сюда в следующем году или через пару лет, думаю, что вы будете знать, кого искать, будете знать, на что обращать внимание. Так что не благодарите. Нет, точнее, благодарите. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, если оно вам пригодилось или пригодится, что вы считаете. Короче, ставьте лайк. Дальше у нас Дрехер. Это венгерская классика. Пиво довольно старое, оно в 19 веке появилось. Это компания Кёбаня, то же самое. И по этой же стране находится Печское пиво. Это венгерская классика. Такая же, наверное, как Дрехер и такая же, наверное, как Шопрони. Вот здесь еще одна пивная компания, которую я вам рекомендую. Называется Угар Брюери. И у них очень классное пиво Аграр. Там такой мужик на желтой этикетке, в кепке. Вон, сейчас вам покажу. Вот такая желтая этикетка. Аграр. Рекомендацион дичайший. Вот еще один домик First. У них здесь аж 3 точки, где они продают свое пиво. Но все-таки, правда, это самая популярная пивная компания в Будапеште, как минимум. И я думаю, что поэтому здесь они так выкупили себе несколько местечек. Но у них действительно хорошее пиво. И, кстати, если вы хотели безалкогольного пива попить, только вот этот бренд Эрдингер, только этот домик дает здесь безалкогольное пиво. Так что имейте в виду, пиво у них в целом неплохое, есть со вкусом лимона, есть классическое. В общем, запоминайте Эрдингер, безалкогольное пиво здесь. Еще одна пивоварня, которую мне хотелось бы отметить, это Фехернюль, переводится как «белый кролик». Какое пиво стоит у них попробовать, мне рассказала Бернадет, представитель пивоварни на фестивале. My name is Tiboya Bernat. I'm from Hungary. I'm 24 years old today because it's my birthday. Why didn't you tell me? It's a surprise. I know the Fehérnyúl Brewery from 3 years. Best seller is the Rafa. It's a sour IPA with lactose and with a lot of lemon as well. That was the first sour beer in Hungary. My favorite beer is the Calm Storm. I really like dark beers. It's 9.8%, I think so. It's a Baltic porter. And it tastes like heaven for me. It's really interesting and really creamy beer. And it looks like oil. While you're pouring it, it really looks like a black oil, so it's amazing. На этом пивном фестивале нельзя расплачиваться наличными, можно платить только карточками. И если у вас нет карточки, то можно принести свои наличные в домике, где написано Top Up Point. Это специальные такие домики, где вы можете внести наличные на специальную карточку, где у вас будут лежать денежки. А остаток, если у вас останутся деньги после этого пивного фестиваля на этой карточке, вы можете вернуть себе. Такая же система работает на многих фестивалях Будапешта и вообще во всей Венгрии. Наличные здесь не очень любят на фестивалях, потому что сложно за ними уследить. Ну и вообще карточкой расплачиваться гораздо удобнее. Здесь просто куча таких вот автобусов, каких-то машинок разных, смешных. И здесь у нас продается паленка. Самая дорогая паленочка у нас здесь стоит 2490 форинтов. Но она того стоит. Она вот такая маленькая, вкусненькая. Тоже рекомендую вам ее попробовать. И вот, например, этот классный такой автобус. Здесь бургеры. Бургеры, картошечка. Да, вот ребята там готовят. Чешский дом. Это я не знаю, что такое. Fish and chips. Здесь закусочки. Пойдем дальше с вами. Вот здесь можно отведать прекраснейших лангашей. Лангаши — это такие лепешки жареные. Вот сейчас женщина достает из масла. Тейсти. Короче, лангаш — это такие жареные лепешки, на которые мажется сметанка, кладется сыр, чесночок. Вот так вот все это выглядит. Естественно, по желанию туда можно добавить шкварочек, лучку. И раз уж мы заговорили про еду, надо сказать, что на фестивале вы голодными не останетесь точно. Но вы посмотрите, что здесь творится. Это мы пришли куда надо. Столько здесь разных блюд. Вот это супер.
Мне кажется, так можно класть вечно в эту тарелку, и я буду вечно залипать стоять. Но если серьезно, на самом деле очень много мясных блюд, какие-то рульки, ножки утиные, ножки гусиные, сосиски, колбаски, ребрышки. Короче, здесь собрана такая классическая закуска к пиву. Все, что хотите, вот оно все здесь. Ребят, короче, я не ем мясо, но я понимаю мясоедов. Но то, что я вам рекомендую попробовать прямо вот от чистого сердца, это традиционные венгерские закуски. Вот такие бутики с луком. Как мне сейчас объяснил вот этот молодой человек, это называется таперту. Это свиная кожа, жареная, прижаренная. За 100 грамм 500 форинтов, это около 100 рублей. И вот здесь дальше у нас колбаски, сальцо, свиные шкварочки такие. Короче, много-много-много традиционных венгерских закусочек, которые и к паленке подают, и к пиву, и к чему угодно. А вот это, кстати, булочки, если не ошибаюсь, называются погача. Это такие солено-сырные булочки, очень вкусные. А вот эти бутики, как мне объяснил молодой человек, это измельченная вот эта свиная жареная кожа, намазанная на бутик, а сверху кладется лучок. В общем, приятного аппетита! Еще на фестивале есть такая система. При покупке пива вам дают специальные купончики, которые можно обменять на бесплатное пиво. They made their own beer for this festival, and you can rechange that coupon for that. So we have 2 or 3 coupons for each. Под таким брендированным тентом можно обменять эти купоны на бесплатное пиво. Там несколько вкусов. Манго, черника, вишня. Можно выбрать, какое хочешь. Ну что, ребята, всем классного пивного фестиваля! Такой вот получился пивной фестиваль в 2020 году в Будапеште. Я считаю, что он получился, несмотря на то, что людей как бы вроде бы не очень много по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, здесь были все заметные, интересные пивные компании в Венгрии. Здесь было много закусок, блюд. В общем, это самое главное, что было что пробовать и было кому пробовать. Так что приезжайте в Будапешт на пивной фестиваль в следующем году. Будет интересно, вкусно. Яна. С вами была Гришанова Лайв. Сиасток.